В коллекции Государственного Эрмитажа находится серия из 4 картин фламандского художника XVII века Франца Снайдерса: «Лавка дичи», «Фруктовая лавка», «Овощная лавка», «Рыбная лавка». Они были написаны по заказу Жака ван Оффема, главного судебного исполнителя Брюсселя. Средствами натюрморта художник воссоздал мечту фламандцев о золотом веке, изобразив красоту и изобилие безупречных даров природы. «Лавки» – единственная в наследии Снайдерса серия картин. В интерьере заказчика они размещались в следующей последовательности: лавка дичи, фруктовая лавка, овощная лавка, рыбная лавка. В лавке дичи почти всю поверхность огромного полотна заполняют разнообразные охотничьи трофеи. Они лежат на прилавках, в корзинах, на полу, свисают гроздьями с потолка. На переднем плане изображение вплотную придвинуто к краю холста, к пространству за пределами картины. На крючьях в балке потолка висят битые зайцы, павлин и пава, фазаны, лебедь-шипун, серые куропатки. На прилавке разложены длинноносые бекасы, зимородки, тетерев. На полу в углу 2 серые цапли, далее шилоклювка, связка мелких певчих птиц, кроншнепы, селезень, выпь. В корзине копошатся домашние куры. Под прилавком, кроме птиц, лежит битая дичь: косуля, кабан, маленький кабанчик, лань. Во фруктовой лавке груды плодов лежат в корзинах, чашах и прямо на полу. Художнику как будто не хватает пространства картины. Слева и справа изображение срезается рамой. Маленькая собачка лает прямо на зрителя. Обезьяна в погоне за белкой опрокинула корзину с абрикосами, которые в следующее мгновение, кажется, покатятся за раму. Движение выплескивается за пределы картины. Лавки Снайдерса не изображают конкретные рынки. Это собирательный образ преимущественно европейской флоры и фауны. Во фруктовой лавке представлены плоды, которые одновременно не созревают. Земляника и черешня зреют в июне, гранаты и айва – осенью. Преобладают местные растения, которым традиционно в своей кухне отдавали предпочтение фламандцы. Это яблоки, груши, айва, сливы, абрикосы, черешня. На большом блюде в центре лежат персики, рядом в фарфоровых чашах лесная земляника. Здесь же красная и белая смородина. В корзине между ними шелковица, тутта. В корзинах лесные орехи. Под столом лежат тыквы, арбузы, артишоки. В центре стола возвышается огромная корзина с виноградом. Его выращивали на юге Фландрии. Снайдерс также изобразил плоды, привезенные из стран юга Европы. Это инжир, гранаты, померанцы, цитроны. У ножки стола лежат шишки пинии. Орешки пинии ели как отдельно, так и в составе изысканных блюд. Свежие фрукты во фламандской кухне служили десертом, и из них также приготовляли варенье, начинки для пирогов. Фруктовая лавка поражает разнообразием и красотой форм. Овощная лавка – это царство капусты. В левой части картины возвышается гора белокочанной, краснокочанной, цветной капусты и капусты кальраби. У подножия капустной горы лежат кабачки, испанский артишок кордон, морковь, редис, тыквы, лук, чеснок, огурцы. Справа капустную гору декорируют артишоки. Один артишок уже купила молодая кухарка, видимо, любительница деликатесов. Из ее корзины торчат молодые побеги спаржи, а рука тянется к корням пастернака.
Кроме кореньев, в правой части лавки в плетеных корзинах выложены кочанный салат, бобы, белые грибы. А в керамических плошках – оливки и каперсы. За стеной палатки виднеется огромное колесо телеги со свежими овощами. Именно сезонные овощи наряду с хлебом составляли основу рациона фламандцев. В рыбной лавке Снайдерс объединил морских и речных рыб и животных. Молодой работник вываливает из ведра в деревянный чан речных угрей и осетров. Хозяин лавки разрезает на куски атлантического лосося семгу. Связка копченой селедки свисает с потолка. Корзину на столе заполняет свежая атлантическая сельдь. Снайдерс настолько точно изобразил разнообразные животные формы, что их можно идентифицировать. Например, на крюке подвешена плоская пельвина, рыба из семейства камбаловых. На столе рядом с кусками семги лежит атлантический осетр. Рядом с ним каракатица сепия. За ней извивается тонкая рыба с длинным носом, обыкновенный сарган. В центре стола расположился большой краб. Слева от него желтая тригла или морской петух. Эта рыба с очень нежным мясом привлекала художников своей экзотической внешностью. Ее можно увидеть в правом нижнем углу натюрморта с битой дичью и омаром Паувеля де Восса. Под столом в левом углу Снайдерс изобразил ската, морскую лисицу, рядом двух черепах. Тюлень карабкается на тушу зубатого кита, морской свиньи. Около таза, в котором плещутся сазаны, лежит пинагор, или рыба-воробей. Замыкает нижний ярус композиции выдра, лежащая на катке, наполненной съедобными моллюсками. Беспрецедентное разнообразие форм растений и животных в лавках Снайдерса отразило и реальное состояние продовольственного рынка Антверпена и возросший в XVII веке интерес европейцев к миру живой природы. Снайдерс во все картины серии, кроме фруктовой лавки, ввел пейзажные фоны с видами Антверпена. В лавке дичи на фоне рассветного неба вглубь картины уходит улица разноэтажных домов. В дверях одного из них видна мужская фигура в темной одежде с белым воротником. Пейзажи овощной лавки, соборы и дома Антверпена виднеются вдали. Доминирует изображение богатой усадьбы, окруженной каменной стеной. В высоких воротах устроена голубятня. Под арку ворот входит женщина с корзиной за плечами, другая набирает воду из колодца. У колодца белеют кочаны капусты, которую собирают две женщины на приусадебном огороде. Прямо с огорода урожай попадает на ближайший рынок. В рыбной лавке представлена часть набережной реки Шельда с башнями средневековой крепостной стены. Здесь располагался первый антверпенский рыбный рынок. На рынке кипит жизнь. Причалили рыбачьи лодки с уловом, заколачивают бочку с рыбой, рядом лежат бочки, уже готовые к отправке. Возможно, это сельдь, засоленная по изобретенному голландцами методу, предохраняющему рыбу от порчи. Свежую рыбу несут в корзине на рынок. Художник соединил в рыбной лавке речных и морских рыб, хотя в Антверпене XVII века их продавали на разных рынках. Снайдерс средствами натюрморта воссоздал мечту фламандцев о Золотом веке. Именно поэтому он включил в композицию сцены мирного труда. В лавке дичи пожилой торговец в красной куртке выкладывает на прилавок бекасов из корзины. Он обернулся на громкий лай охотничьих собак. Клыкастая морда одной из них чуть видна у края картины. Рыжая борзая, поднявшись на задние лапы, лает на кошку, которая шипит на нее из-за решетки окна.
Возможно, эта сценка иллюстрирует пословицу «кошка и собака не ладят». Во фруктовой лавке богато одетая горожанка выбирает абрикосы, которые ей предлагает старуха-торговка. Беременная покупательница с жадностью смотрит на сочный плод. Этот сюжет трактовали и как намек на пословицу «гнилое яблоко в корзине портит хорошие», и как подшучивание над сильно возрастающим аппетитом беременных женщин. Подобные интерпретации сюжета вполне возможны, так как в XVII веке изображение жанровой сцены нередко имело дидактический подтекст. В овощной лавке молодая кухарка совершает покупку, а маленький воришка срезает у нее кошелек. Эту незамысловатую сценку трактуют по-разному, как аллюзию на поговорку «тот, кто слишком большое внимание обращает на земное добро, сам себя обманывает», как предостережение для молодой девушки об опасности чувственных желаний. Корни пастернака, которые кухарка хочет купить, в данном контексте являются эротическим символом. Наконец, как изображение деревенской простушки, не замечающей реальной опасности. Однако в лавках Снайдерса главное всегда натюрморт, а фигурам отведена скромная роль стаффажа. В лавках Снайдерса присутствуют элементы популярных на рубеже XVI-XVII веков аллегорий: 5 чувств, 4 стихии, времена года. В лавке дичи обернувшийся на лай собаки торговец – аллегория слуха. Изображенные здесь животные и птицы символизируют стихии земли и воздуха. Лавка дичи в целом является воплощением осени, сезона охоты. Аллегории чувств Снайдерс представил в бытовом плане. Во фруктовой лавке женщина с абрикосом в руке олицетворяет осязание. Обезьянка – вкус. Фрукты и ягоды фруктовой лавки – аллегория лета. Они же воплощают стихию земли. В овощной лавке стихию земли воплощают плоды и грибы. На вкус намекает лошадь, жующая капустный лист. Воришка, зорко следящий за кухаркой, олицетворяет зрение. Роскошный букет роз и тюльпанов символизирует обоняние. Этот изысканный букет цветов также является намеком на весну. В рыбной лавке рыбы олицетворяют зиму. Вся морская и речная живность воплощает стихию воды. Здесь же присутствует ее антипод – огонь, в виде металлической утвари, для изготовления которой он необходим. Однако символика натюрморта у Снайдерса только угадывается. Главное – это изображение безупречных даров природы. Монументальный ансамбль лавок – подлинный апофеоз природы, прославление совершенства, созданного Богом тварного мира, силы и красоты жизни.